Self Omnibus, я Александриил, и сегодня я продолжаю играть в Outer Wilds. Всем приятного аппетита, и кто ест, приятного просмотра. А, И немножко расскажу кое-что. В общем, я так и не спал с последнего стрима. Не получается что-то у меня заснуть. Если бы знал, что вот так вот до 15 аж не усну по какой-то причине, я бы еще в 6 стрим провел утра. Вот. Не знаю, вроде с одной стороны, а с другой не могу заснуть, в общем. Поэтому думаю, ну ладно, думаю, в 15 уж стрим проведу. До 6, возможно. Если прям сильно в сон начнет клонить меня, то я и пораньше, наверное, стрим закончу. Вот. Также совет лично от меня: ускорьте видео на ютубе, если вот этот стрим, поскольку он идет не 30 минут, а не 40, а целых несколько часов. Вот. Ам, Собственно говоря, сейчас это уже не просто Outer Wilds, а Outer Wilds Echoes of the Year. Эхо ока переводится, если что. Вот. Да, сегодня на стриме, прямо сейчас, мы наконец-таки полетим обследовать DLC. Эм, Мне надо как-то это все... Вот так, да, отметить. Вот. Что-то как-то кашель. Не знаю. Вроде прошел, а что-то опять вдруг взял на нос. Дай сейчас это, теплой водички чуть выпью и вернусь. Так, я вернулся.
Я так посчитал, эм, возможно, все-таки придется чередовать видео Outer Wilds и вот эта новая игра, которая в мае выйдет. Потому что навряд ли я успею полностью пройти. Потому что я еще хочу... Ну, то есть вот это DLC, ну, может быть, на стриме как раз-таки 2-3 еще. Вот. А я еще хочу, помимо этого, этот как... попробовать с другого аккаунта зайти и получить ачивки, вот. И плюс еще побегать по всяким секреткам. На это еще, может, стрима 2 уйдет, я не знаю. А. Так, ну что, полетели тогда? Я помню, надо 40 градусов. Так, потихоньку, помаленьку. Сейчас и приблизимся. Вот. Где тут градусы пишет? Ага, все вижу. Блин, я случайно его сбил нафиг. Давай сами попробуем как-нибудь так найти сейчас. Просто вверх поплывем отсюда. Может, покажется сейчас. Я все еще и торможу. О. Карта недоступна, серьезно. А, все понял. Короче, да. Собственно говоря, этот зонт мне карту и создает. Ну, зафейлил, чё, с кем не бывает. Сейчас постараемся поаккуратней. Вроде, кстати, за это тоже ачивка дается за то, что... Ну, так вот врезался спутник. Ну, я же нажал. Да. Сейчас постараемся поаккуратней. Выйдем в открытый космос. Сами. Сами так попробуем. Смотреть. Они в корабле. Корабль подальше отведу. Так. Знаете, что же можно, да? Так, можно, нет?
Так, да? Типа, а как-нибудь, типа, на карте можно это заметить, типа, как-нибудь сейчас. Нет, мне серьезно интересно, можно ли это как-то на карте заметить? М, м. Ну, что-то не особо видно. Так, ладно, тогда полетели на спутник. Да, и пускай само летит. Часологи. О! Так, ну где-то вот... Вот так, вот где-то попробуем остановиться сейчас. И выйдем. И будем смотреть на... Пока не станет 40 градусов. Эм, Собственно говоря... Ага! А вот, собственно говоря, и 40 градусов. А отметить типа нельзя? Это пятно. О, солнце исчезло. Опа-на. Невозможно определить местоположение. Так, ну давай отсюда начнем. Да, собственно говоря. Ангар. Здесь даже музыка другая. Возможно, с другой стороны нужно как-то попадать. Давайте-ка сначала этот ангар все здесь проведаем. Посмотрим, что здесь вообще есть.
оттуда не добраться. Здесь вроде тоже ничего интересного нет. Что ж, заходим тогда. Так вот, да, вот как раз хотел сказать. Проблема в том, что неизвестный язык. А как сделать его известным, непонятно. Я в прошлом прохождении известным его так и не сделал. В принципе, можно погуглить. Типа, смысл вообще этих надписей, если я их не могу перевести. Может, действительно как-то можно сделать его известным? Но, по сути, ты вот куда-то бегаешь, прыгаешь. Везде этот неизвестный язык, где-то что-то да написано. Сейчас я гуглю. Мотаю туда-сюда. Кстати, офигеть, здесь, оказывается, даже есть правильный способ чтения. Или нет? Направление чтения. Что это значит? У Намай я имею в виду. Не вот здесь, а у Намай. Оказывается, какой-то типа 2, 3 стрелка идет. 3 туда, 2 и 3. Что? Не, походу, все-таки нету. В общем, ладно. Так, на мой вопрос все еще не отвечает.
М. Да, я все еще гуглю, если что. Что-то как-то не очень хотят мне тут рассказывать что-либо. Что-то информации вообще прям не густо. Ну, то есть технически там будут картинки, которые я смогу понимать. Но вот в чем проблема языка? Можно ли его сделать понятным или нет? Эм, Ну-ка, давай так и впишу. Что-то типа ошибка, неизвестный язык, да? Ошибка. Неизвестный язык. То есть просто там много этого будет? Надписей. И все они типа неизвестны на неизвестном языке. М, Ну, не знаю. Я даже не знаю, как вообще их зовут. Вот этих. То есть те на мае. Мы, получается, камеляне. А вот эти как называются? Да, и типа пока вообще непонятно на самом деле.
Ну, типа, вот ты сходишь, так и вообще, то есть, неизвестный язык, и чё ты... Ну да, здесь появляется подсказка, фонарик. К счастью, да, все-таки нормально. А, и тут нужно вовремя остановить, так сказать. Вот, да. И опять же таки неизвестный язык. И вот оно. Вот она DLC. Искусственная планета. У Намай были технологии, чтобы перемещать с помощью обычного взгляда, а здесь нужны фонарики. М, В общем, да, такая вот игра. Опять написан неизвестный язык. Нафига он вообще, типа, достает, и нафига они вообще существуют, если язык останется неизвестным до конца игры? Борт-журнал обновлен. Могу подобрать сломанный фонарик зачем-то. Да уж. Исследовать тут много. Достаточно прям. Вот. Это двуглазые, рогатые филины, по сути. А как их зовут, никто не знает. Потому что языка никто не знает. Ну да, мне что-то сюда нужно ставить. Типа... Так. Типа где-то фонарик должен быть. Или что-то подобное. Чтобы он мне светил. Освещал. Так, не-не-не, не нужно закрываться. Так. Ну, я примерно знаю, плюс-минус, где что располагается. Наш... Плюс еще я как раз-таки хоть и прошел эту игру, ну, вроде как. Вроде как и не до конца ее прошел. То есть есть кое-какая секретка, которая, ну, просто так не узнать. Хочешь, что здесь, облази. Ты этот, там есть код кое-где нужно ввести. Это ты этот код никак не узнаешь. Вот. Кто-то, наверное, в файлах игры только смог этот код достать и использовать. Поэтому, когда я играл в эту игру... Не знаю, все время скрипят, хотя... У меня же фонарик в руке, точно. Вот. Да, око источает, получается, энергию.
сигнал вот этот. И все, и дальше уже неизвестно. Вот, потом они летят на этот сигнал. В общем, да. Око. Сигнал. Дает. Они это видят, узнают что-то из этого сигнала. И потом... И вот, собственно говоря, это искусственная планета. Они летят. Вот наша система, его око. Все. И там вырезанный, так сказать, контент. Сожженный. И здесь тоже непонятно, что происходит. Но, тем не менее, борт-журнал обновлен. Зачем-то, почему-то. Все, здесь больше вроде ничего и нет. Да. Туда мне идти смысла нету. Так что остается идти только сюда. Да, плотина как-то не внушает доверия. Вот и я о том же. Здесь открылась какая-то потайная дверь. Куда-то сюда, да. Но сейчас нам здесь делать нечего. В общем, просто знаем, что здесь есть потайная дверь. А, куда нам теперь можно пойти, не знаю. Все затопило. Ага. Так. Ну да ладно. Ну, вперед пока пошлите куда-нибудь там, не знаю. Или лучше прямо с самого начала начать. Ну вот где-то здесь давайте остановимся. Вот журнал обновлен. Я типа вообще ничего сделать не могу. О! Во, наконец-то. Давай сюда зайдем. Не смог, ладно. Ну, пока что как таковой цели нет, просто так же
Бродим туда-сюда, что-то пытаемся исследовать. О, борт. Думаю, отсюда. Вот. Ну, в общем, да, тут есть где-то потайные двери. Во! И, собственно говоря, здесь все завязано на свете, на свету. А, свет и тьма, в общем, все на этом завязано в этой DLC. Ну, сейчас мне здесь вообще рано быть. Собственно говоря, да. Мумии этих существ, так сказать. Честно, не знаю, не помню, как они называются. Прямым текстом здесь уж тем более ничего не говорится. Вон туда давайте сходим. Что здесь у нас? О, здесь тоже что-то есть. А, надо было, наверное, фонарь с собой взять. Какой-нибудь. Допустим, этот. Да, здесь FPS еще хуже. 30 FPS. Офигеть. Вторая волна. Ну, собственно говоря, да, вторая. Какой-то замок второй. Набор сезон обновлен. Че обновляет, сам не пойму. Око. Исследуют они око. И видят, что око все уничтожает. И их уничтожит, и весь мир. И они решили пойти против ока. Сожгли все, что связано с оком. И саму пленку, собственно говоря, тоже. Да, куча. О, вот. И решили спрятаться здесь, в этой системе. Ну, по крайней мере, я говорю то, что вижу. Вот, собственно говоря, и... сожженный дом получается.
Опять неизвестный язык. О. Здание падает, окей. Да. Говоря, сожгли. О! Реактивный ранец могу запастись. Хорошо. И, наверное, сейчас уже будет коллапс. Идет такое. Так. Сейчас хочу запустить на лампочку. Ну, буквально как-то так, что ли. Ну. Да, блин, чуть не хватает. Вот, буквально вот так, что ли. Ну. Да! Ха-ха! Получилось. А за это вроде тоже ачивку дают. Да, собственно говоря, лампочка очень горячая. Сейчас солнце, наверное, взорвется, да? Уже. Смысла здесь больше делать нечего. Здесь мне вроде без этого делать тоже нечего. Без вот этой шлюпки какой-нибудь. Да, все. Собственно говоря, обшивка очень хорошая. Солнце меня здесь не достанет, но... Тем не менее, время вышло и меня отправило назад. По крайней мере, только мои воспоминания. Возможно, тело выжило и дальше что-то делает. Пытается. Но этого мы не узнаем. Что ж, в этот раз будет легче теперь туда попасть. Ага. Эй, погоди-ка. Да-да, я в курсе про коды запуска. Что? Вообще-то я хотел сказать, что в борт-журнале можно помечать уже посещенные места как цели для полетов. Как по мне, великая функция очень полезна, а вероятность того, что она вызовет замыкание в системе подачи топлива и корабль взорвется, совершенно мизерная. Правда, жили лучше о ней не говорить. Погоди, как это пользоваться этой функцией? То есть надо зайти в борт-журнал, поставить отметку на место, куда я хочу вернуться, понятно. Насколько мизерная? А что насчет мест, где мне только предстоит побывать? Ну да, сейчас по-быстрому загляну в будущее и внесу в базу все места, которые ты найдешь в Солнечной системе. Какой ты молодец, Ланица. Как тебе только приходит на ум все эти чудесные идеи? Ой, да ладно, ты мне льстишь. Делаю, что могу. Как вовремя это пояснили. Спасибо. Я вообще не говорю. Вообще не так говорю. Не передразнивай. Сланец, ты чудо техники. Так, ого. А можешь еще раз повторить? Оказывается, когда это говорят без сарказма, звучит очень приятно. Думаю, тебе пора. Иди за кодами запуска. А мне пора наслаждаться костром. Не забывай ставить отметки. Только не лети к цели напрямик. А то так можно и в солнце врезаться. Да я уже понял. Насколько мизерно? Словно мизерной нет сравнительной степени. Клянусь звездами, ты так волнуешься, как будто первый раз летишь в космос. Если тебя что-то прикончит, то это будет автопилот.
М, То есть, если я сейчас буду тыкать туда-сюда, есть шанс, что произойдет взрыв? Ну-ка. Да, незнакомец. Хм. Типа... Во, да, появился. Эм, Большой кольцевой мир окружен своего рода маскирующим полем, судя по всему. Создателями этого мира не были камеляне, не намаи. Речная низина рядом с входом на станцию Незнакомец. На берегах реки расположен деревянное строение. Сожженный диамагазин. Диамагазин со слайдами, которые рассказывают о появлении незнакомца и его обитателей. Некоторые слайды обгорели, потому их нельзя просмотреть. Да. Хрен. На слайдах демагазины из речной низины. Видно, как странное хранилище запирают, сковывают цепями и запечатывают светящимся символом. На слайдах диамагазинов горелых островов видно, как вокруг странного хранилища появляются цепи и светящийся символ. Горелые острова. Пара маленьких каменистых островов, между которыми разместились древняя деревня на сваях. Внутри сгоревшего здания лежит большой металлический знак Ока Вселенной. Сожженный диамагазин со слайдами, на которых обитатели незнакомцы изучают Око Вселенной. Некоторые слайды обгорели, потому их нельзя просмотреть. Смотрите, да. Что-то в левом нижнем углу мелькает. Ну это отметка мелькает, ясно. Взрыв будет, интересно, нет? Говорит, мизерный шанс того, что что-то загорится и взорвется, есть. Насколько мизерный? Давайте узнаем. Есть ли он действительно такой шанс, или его вообще действительно на самом деле нет. Может, действительно какой-то мизерный шанс того есть. И сейчас буду тыкать, он... Бабах! Взорвется. Ну, пока тыкаю, что-то вроде как нет. Фиг его знает. Вроде ничего не взорвалось, все цело, ладно. Собственно говоря, да, теперь можем вот так вот легко туда попасть. Естественно, мы ничего не видим. Собственно говоря, да, незнакомец называется эта планета. Возможно, незнакомцы. Незнакомяне. Типа... Ух ты. Ну в принципе можно спокойно влетать. Он останавливается, да. Это уже, кстати, другой вход. Так.
Язык незнакомцев. Опа, она. Смотрите, есть куда-то вход. Да, естественно, об этом знал. Что где-то что-то есть. Не конкретно, что прям здесь есть вот этот какой-то вход. Но я знал, помнил, что где-то что-то да есть здесь. За стеной. О, здесь мы можем за солнцем понаблюдать. И все. А, и, кстати говоря, экран, если приглядеться, он зеленый-синий-красный. Это, наверное, и помогает ему маскироваться, фиг знает, короче. Так. Что здесь у нас? Ух ты, что это? Эм, это мы. Это солнце. А, мы улетаем от солнца. А, вот, я понял. Это стадии солнца. Это взрыв солнца. И мы хотим улететь вот сюда, на безопасное расстояние. Все понял. А, больше здесь делать вроде и как и нечего. Можно уходить. Там больше тоже ничего нет. Так, что у нас здесь? Мы где? Ага, мы на, собственно говоря, плотине, которая должна стреснуть, сломаться и пролить воду. Так. Что у нас здесь? Угу. Давайте вот сюда пойдем. Побродим, посмотрим, что где есть. Так. Во! Собственно говоря, да. Неопознанный язык. Вот эти знаки точно вот здесь, да, есть? Ага, огонь, огонь и солнце. Огонь, огонь и... О, солнце. Собственно говоря, да, в секретке вот такой же. Такая же фигня. Только без кода.
И все? Что-то, может, и узнал действительно. Что ж, теперь сюда. Борт журнал обновлен. Так, осталось только взять где-то эти. Ага. Да чтоб тебя. Надеюсь, этот не скоро разрушится. Так. Собственно говоря, вот этот ящик, который запечатывали. Сгорело все половина. И вот этот воздвигли вокруг него купол и погрузили в воду. Все. Собственно говоря, вон он. Ну-ка. Есть ли еще что-то здесь? Вроде не видно. Вроде больше здесь ничего нет. И это сейчас уже, наверное, разрушится, да? Так. Ну что, рискуем? Быстро, быстро, быстро очень плывем к тому берегу. Если успеем. Будет довольно страшно, если он разрушится прямо сейчас. Фух, успел. Опять-таки неизвестный язык. И здесь тоже неизвестный язык. И здесь все перекрыто. Так. Я сейчас, наверное, все-таки пораньше возьму перерыв тогда. Потому что что-то есть немного. Хочу. Сейчас быстренько что-нибудь перекушу. Минут 15 максимум. 20. И, наверное, вернусь. Запись... запись я остановлю, стрим продолжится. Я буквально на секунду вернулся.
пока разогревается еда, там минут 5 только разогреваться будет. Так что сейчас минут 5 дайте. Еще что-нибудь поделаем. Вот, например, да. Вниз. Вот сюда поплывем. Как раз то, что там показывалось нам. Борт узнал, обновлен. Собственно говоря, да. Вот. Место, которое я так и не смог открыть, собственно говоря, в своем прохождении. Можно, кстати, здесь тоже маршмеллоу пожарить. Огонь, конечно, какой-то такой сине-зеленый. Что ж, тогда сейчас ждем как раз-таки, когда плотину прорвет. Кстати, не могу местоположение определить. Почему-то. Ой. Возможно, какая-то закономерность есть. Чисто теоретически возможно. Закономерность есть между как раз-таки теми... О, прорвало. Как раз-таки, вот, которые показываются пароли. Пароли какие показываются. Возможно, между как раз-таки всеми этими паролями есть закономерность, которая подсказывает самый главный, так сказать, пароль. Но я не уверен. Как-то надо туда забраться сейчас. Вот отсюда как-то. Вот. Да, блин, чуть. Да что в тебе? Во, получилось наконец. Вот огромная дыра. Зияет, так сказать, в полу. И здесь уже есть нормальная дверь. Здесь тоже есть нормальная дверь. Спокойно могу выходить, заходить туда-сюда. Могу топливо. Так, ну-ка. Ну фиг знает, ладно. Да, и показывается, что внутри что-то есть. Ну теперь всегда показывается, что ли, или мне просто фонарик нужно куда-нибудь подальше отодвинуть? Ну вот, смотрите, собственно говоря, и без фонаря мог это посмотреть. Да.
Ну, без, по крайней мере, специального фонаря. Что-нибудь еще? Вроде все, да, здесь ничего больше такого интересного и нету. Как-то туда заглянуть я тоже не могу. Здесь вроде больше проходов нигде и нет, да? Что ж. Ага. Ага. Ну, это просто стена. За ней ничего нет. Ни здесь, ни там. То место все еще стоит, смотрите-ка. Ого, даже вон какой-то есть. Ага. Ага, и фонарь тухнет в воде. Ну-ка. Опа-на. Так. Ну, ты уже бесполезный. Мне нужно прямо остановиться, чтобы что-то положить, ясно. Это просто подъем наверх. Ничего нового, да? Ну да. Здесь ничего нету. Пещеры там типа какой-нибудь или что-то похожего. Ну вроде ничего нету, да, здесь? Только подъем. Только лишь гигантский подъем. Чё? Ну, ладно, лужа обычно. Я ждал какой-то бак с водой. Так. Ну да, здесь, собственно говоря, даже при втором, ну так сказать, осмотре здесь ничего нет. Новых каких-то этих не видно. Может, я слепой, кто знает. Угу. Тихо, 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 тихо. Ну да, здесь больше ничего нет. Смотреть тут больше вроде как и не на что. Вот эти мне нужны. Ну-ка. Ну-ка. Стойте. Во. Так, здесь не задерживаемся, сразу плывем куда подальше. Это упало. Ага, и что мы видим?
помимо того, что мы слышим звук, который говорит об окончании цикла, мы видим здесь что-то интересное. Здесь есть лестница. Здесь есть комната также. И это лестница. Откуда-то снизу, да. Мы узнаем, что здесь, в принципе, где-то снизу есть вход дополнительный. Ага. Понял. Все уже, все, солнце взрывается, меня автоматически перенаправит, так сказать, обратно во времени. Ну, вот, да. Собственно говоря, да, на этом я все сделал перерыв, пойду есть. Ну как пойду? Пойду возьму, принесу и здесь буду есть. Сейчас, все. Так, все, я вернулся. Да. Ладно, все равно на прошлом стриме я перерыв вообще не делал, поэтому будем считать, что сэкономил, так сказать, с прошлого стрима. Использовал сейчас. Так. Ага, откроем сейчас несколько всяких разных. Ничего. Ладно. Угу. Так. Ну и когда ты сейчас так сделаешь. Я прям перед подлетом остановлюсь и загляну в карту. Ага, даже так. Ага, смотрите, на карте-то не видно. Блин, вон в чем прикол, ясно. Я уж надеялся, что на карте, по крайней мере, будет видно. Так. В прошлый раз мы ту стену смотрели. А в этот раз давайте эту стену посмотрим. Ну-ка. Здесь ничего нет, окей. Что ж, еще раз туда мы идти не будем. А мы пойдем сюда. Опять-таки неизвестный язык. Как всегда. Угу. И, кстати говоря,
Да, сюда как-то тоже попало что-то. А, да-да-да. А, вот толкнуть. Так что... Давайте как-то сейчас поаккуратнее попробуем. Собственно говоря, здесь опасно, да? Вот здесь опасно. А вот здесь безопасно. Ага. Так. Как сюда попала вот эта фигня? Хм. Они одинаковые? А, все понял. Что ж. Все, да-да-да-да-да, я понял, в чем прикол. Ага. Собственно говоря, да, здесь опять-таки неизвестный язык. Туда, там тоже ничего вроде нет. А. Помним, что вот это вроде картина была. Да, это мы, наверное, слишком рано это все взяли. Нам сначала нужно кое-что другое найти. Эм... В общем, я в любом случае уже знаю, что будет. Эм... Странно. Почему оно работает? У нормальных... Так, это вообще где? Ух ты. Офигенный планет. Не должно вот так делаться. Пак, что ли, какой-то или что? Собственно говоря, у нормальных есть как бы защитный экран, что ли. О, слышите звук? Это дамбу прорвало. Угу. Ну-ка, сейчас посмотрим, что будет. Вроде должно что-то произойти. Нет, дамбу не прорвало.
Так, не понял, а куда мне? Я уже думал, дамбу должно было прорвать. Так, а мне сюда. Опа. Собственно говоря, да. Здесь и начинается вся жесть. Жуткая музыка. Пугать нас будут. Ну все такое. Ужас. Вспоминаю я это и просто ужас. Здесь остановки не будет, что ли? Ну ладно, пошлите дальше. М. М. Вот это должна быть первая остановка. Технически. Да. И там должен быть первый скример. А еще смысла здесь останавливаться нету. Ну, поплыли дальше. Где-нибудь да остановимся сейчас. Да, мы, наверное, должны сначала все снаружи исследовать. И вот точно такой же. Точно такой же, как и там снаружи. Давайте здесь выйдем. Потому что вроде как это дальше, если я пойду и обратно вернусь. Поэтому почему бы здесь не выйти? Я в любой момент здесь могу призвать, если что. Мгм. М. М. Удобненько. Да уж, на мои свои технологии, у незнакомцев свои. Посмотреть. Ага. Ясно. О. Во. Собственно говоря, точно такой же, как и у меня сейчас.
А, нет, это, по-моему, промодернизированный. Вот, да. Они засыпают в одном месте и просыпаются в другом. И отсюда уносят гроб. Ну или что это? Просто очень напоминает гроб. Да, и если смотреть внутрь, его вот в этом конкретно внутри ничего нету. Ам, ха, ну не знаю. О, а вот и плотину прорвало. Как вовремя я вышел. М. Ну ладно, пошлите вместе со всей водой. Нам тем более сейчас туда надо. Мы выяснили, что там где-то есть вход. Снизу наверх. Плюс еще нам вон то нужно будет обследовать все. И как всегда я в этот камень врезался. Ученицы я нигде не могу. Где-то там вон, да, у нас вход. Вот он, да. Угу. Вот он. Там получается основной вход. Это, так сказать, запасной. Или черный ход. Вот он, собственно говоря, вход. А. Так. Ага. Уже занят артефакт. Ну и в жопу этот артефакт. Да. 1, 2, 3, 4. Да, получается 4 станции есть, где есть огонек. Получается, мы у первой были, вот второй можно будет поспать. Третий в горах где-то. И на четвертом там. Так, нам сейчас туда. Да, нам бы... Мне бы поосторожней, конечно, это все делать. Чтобы не сдохнуть. Так, теперь нужно идти за лампочкой. Починиться здесь, к сожалению, нельзя нигде. Вот, да, вот это. Или вот этот возьмем, да? Вот там же у нас вход. Так.
Да, все. Да. Нам бы по-хорошему полазить здесь везде. До потопа. Ага. Да. Чё, сколько уже? Час 30 снимаю, плюс-минус. А, мне нужно... Это... Да, по сути, прежде чем спать, нам нужно побольше об этом мире бы разузнать, да? Где я там оставил? А, ниже, в этом отсеке. Где? Ну... Надеюсь, я еще не скоро упаду. Ну, надеюсь, это здание еще не скоро упадет. 50% топлива осталось. Проснуться. Ну, е-е-е, давай. И там он тоже какой-то вход. А! А, стоп, так это улучшенный, обычный, нормальный? Все, вот, да, и могу закрыть, смотри-ка, чё. А, ну, собственно говоря, да, все накореняется. И меня здесь потушили. Вот. Как-то так. Да, нам, короче, рано еще туда. Нам нужно снаружи все обследовать для начала. Так, а ну стоять. Ну, пошли здесь. Хотя, походу, уже время скоро кончится. Да, если плыть без лодки, тебя тут электричеством шандарахнет. А! Тьфу ты. Только сейчас доперл. Я говорил, что обшивка здесь настолько толстая, что меня солнце не убивает. А теперь вспомнил, что мы видели, как мы улетаем
за зону поражения, так сказать. Не получится. Да, мы за зону поражения уплываем. Поэтому, собственно говоря, и у нас солнце не взрывает. Так что мы можем спокойно забрать гиперядро и улететь отсюда на этом корабле, так сказать. А, точно. Я вспомнил. Так. А ну. Чё, вся игра зависла? Сейчас попробую загуглить язык незнакомцев.
Ам, Призрачные птицы их зовут. По крайней мере, в файлах игры где-то так далеко. Их зовут призрачные птицы. А в достижениях еще преследователями. Но это уже внутри, так сказать, сна. Когда ты засыпаешь, там уже преследователи. Потому что преследуют. А в файлах игры типа призрачные птицы называется. Не знаю, если только на английском искать. Потому что язык эм, призраков. Пускай сначала призраков. Сейчас даже в Steam посмотрю. Руководство по достижениям, руководство для начинающих. Ага, синей концовки. Все квантовой луне. Фикс. Механизм. Если у вас хороший FPS. Как устроена петля. Угу. Хм. Что-то вообще ничего не пишет о языке. Не знаю. Так, а здесь язык можно поменять? Ну-ка. Эм, Игра. М. А, вот звукоязык. Вообще громко игра. Музыки. Эм, Наверное, язык только в меню можно будет поменять. Так, стоп. Прежде чем я поменяю язык в меню, посмотрю, где есть название незнакомец. А, Хочу узнать английское название, потому что перевод может быть, так сказать, неточный. Ага. Угу. Так много прям. Прикольно. Вот. Наводишь незнакомец. Все. Так, настройки. Вот, язык. English. Сейчас смотрю название. а, И пытаюсь найти хоть что-то на зарубежном хотя бы сайте.
The Stranger. Жесть. Ух. Да, все. Спать хочу очень сильно. Наверное, все-таки я пораньше закончу при первой же возможности, так сказать. Так. Сейчас ищу. Не теряйте меня. Я ищу. Просто тут, короче, такая проблема, что нажимаю на сайт, он переходит в приложение. В приложении перевести на русский нельзя. Приходится заходить в этот как режим. Вот этот в Google Chrome-то. И он уже автоматически не переносит в приложение. И уже в Google Chrome можно спокойно перевести. Вообще, по поводу действительно этого текста можно кому-то что-то сказать. Сейчас, наверное, попробуем найти. С Хелом? Не знаю. Сейчас поищу. М. Ну, вроде тут тоже никто не нашел, что можно с этим сделать. Эх. Да. Так. Сейчас тогда заново выходим. Я пока отойду на секундочку.
Так. Сейчас язык поменяю. На секунду отойду. Ага, я вернулся. Пу-пу-пу-пу. Куда мне? В общем, да, сейчас с кем-то надо будет поговорить. Также есть теория, что там написано всякая фигня, типа вход, название вот этой мини-локации, так сказать. Вот и подобное. Типа на цепях, типа что-то типа. Аж это запрет или что-то такое. Ну-ка, Гал. Поможешь мне дешифровать новый планетный язык? Новый язык? О чем вообще разговор? Конечно, помогу. Только дай мне, скажем, 100 образцов текста, какой-нибудь эпографический материал, и через полгода я тебе примерно скажу, с какими графемами мы имеем дело. Клянусь звездами, я давно так ничему не радовался. Да блин, не нужно еще раз разговаривать, просто уйди отсюда. Да. Собственно говоря, не поможет мне ничем. Вот, то есть, если я могу этот перевести, я его перевожу. И он наводится, вот, то есть, ухожу, и он берет и наводится. Там такая же фигня, типа, если его нельзя перевести, то зачем он наводится? Я как понимаю, мы должны быть в полной темноте, прям, чтобы на него переместиться. Да и встать я на него не могу, да. Угу. Кстати говоря, здесь еще есть трещина. Может, это как раз таки. Ну ладно. Странно, что на фото я могу увидеть, в реальности я могу увидеть, как что-то затмевает солнце, а на
А здесь не могу. Ам. Так, тут сейчас спуститься должен. Ага, все спустился. А! А тут, кстати, ачивку же дают, когда тебя приплющивает этим. Да. Я уже вообще плохо соображаю. Речная низина. Внутри мастерской, окруженной призрачной материей, мне попалось несколько причудливых металлических артефактов. Утопленная конструкция, большая металлическая конструкция, висящая на цепях. Чтобы попасть внутрь, надо заплыть в нее снизу. Внутри конструкции находится запретное хранилище, освещенное зеленым огнем. Заглянуть в щель на этих цепях большой металлической конструкции, похоже на ту, что была в водоеме. Там тоже горел зеленый огонь и виднелась ведущая вниз лестница. Мне попалась запись, похожая на воспоминания. Две фигуры отнесли артефакты в затопленную конструкцию в водоеме, а затем уснули у зеленого огня перед опечатанным хранилищем. Проснувшись от свечения артефактов, фигуры подняли хранилище и унесли его по лестнице куда-то вниз. У меня получено найти старое хранилище, скованное цепями и отмеченное 3 священными символами. Да, то есть первое, второе. Водоем. Огромный водоем с деревянными пристанями и зданиями на обоих берегах. В одной из комнат мне попалась сгоревшая панель управления и проекция, которая указывает на разорванную связь между незнакомцем и космическим аппаратом. Мне удалось найти проекцию, которая показывает траекторию движения незнакомцев при предполагаемом радиус взрыв суперновой, которая станет Солнце. Диамагазин, со слайдами, на которых странное хранилище окружает металлической конструкции и погружает под воду. Почти все слайды обгорели, поэтому их нельзя посмотреть. Густой лес на берегах реки. Деревня, скрытая в гроте. На острове неподалеку от нее стоит башня, освещенная свечами. У меня бесконечный каньон. У меня получилось пересечь на плато огромный каньон. Высоко в скалах виднелись постройки. Башня, стоящая на одном из горелых островов. На верхние этажи можно попасть только через второй вход. Находящийся позади башни, мне удалось найти диамагазин со слайдами, на которых обитатели незнакомца открывают тайный проход в круглой комнате с фонарями и фресками. Жители станции обираются в 3 таких комнатах с разных частях незнакомца. В стене каньона есть здание, отмеченное небольшим символом, но мост, который к нему вел, давно сгнил. Да. Здесь я вроде все посмотрел, но так, плюс-минус.
Мне здесь желательно, да, походить бы. Прям походить бы. Туда-сюда. По этим постройкам. Да. Я уже все торможу. Поэтому я, наверное, буду потихоньку заканчивать. Калибровка перед полем. Ух ты ж, ё! А так можно было? Настроить управление реактивным можно. Действовать на кнопку вручную. Ам, Автополет на реактивном ранце. Калибровка перед полетом. Автополет на реактивном ранце. Автоматический переход в режим перевода. Остановка времени при переводе текста. Остановка времени при чтении борт-журнала. Остановка времени при разговоре. Ух ты ж! А так можно было, что ли? Типа неожиданно, прям вот вообще неожиданно. А. Чё? Сколько там уже? 5 минут до 2 часов на стриме. Ой, на записи. На стриме уже 2 часа. Если хоть что-то, что я могу еще за 5 минут сделать, не летя на... Ну, в общем, не летя туда. Кстати, как-то можно себя сфоткать в идеале. А! Во, ну-ка. А. Нет. Вот. Не видно, правда, нифига. Хм. Ну, то есть в скафандре я себя спокойно могу сфоткать, где там. Вот. Вот. В скафандре я спокойно себя фоткаю. Но вот без скафандра как выгляжу? Вот это вопрос. Ну, я в интернете сейчас ищу. Что, типа, как сфотографироваться без скафандра? Вроде где-то видел, что
как-то можно действительно себя без скафандра сфоткать. Вот как и где, я не знаю. Меня все залагало, да? Ну, я думаю... Типа, если я, по сути, из скафандр сниму, то у меня также пропадет возможность, собственно говоря, делать снимки. Потому что зонт к скафандру привязан. Но... Да, все. Спать я буду. Да, все, давайте как раз час 9 минут 50 секунд. Все, я, в общем, уже не могу. Даже говорить нормально не могу. Поэтому на этом я буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, переходите на Тровус.